化，饥饿蔓延，疫情肆虐，国际社会面临无数的风险和挑战。我们只有手腕相助，携手应对。 16 июня 2025 года. Штиль на озере. Сейчас где-то около 12 часов, может, первый час. Вот плавали почти 2 часа, ловили рыбу. Ничего не поймали. Но в вершу, правда, попались живцы. Штуки 3. Может, попозже, ближе к вечеру, сделаю жерлицу. Вот, приготавливается суп. Там сейчас в кастрюле капуста, морковь, лук. Все это варится. Поварится минут 20-25. После этого будет добавлена картошка. Радио работает. Вот бревно. Вроде здоровое, а уже начинает перегорать. Перенесли мы все вчера продукты сюда вот под тент. Небо пасмурное, нет прямого солнца, но кое-как заряжаются устройства. Спальники вывесили просушиться. О, улетел пакетик. Надо подобрать. Ветра нет, но много комаров, особенно вечером. Сегодня еще нам надо будет постирать одежду. Давно не стирали ничего. Тренога очень удобная. На любую высоту можно ставить. Любое положение регулировать оперативно. Делается из подручных средств. Нужен только тросик. Вот и все. Это вот вчера пилили. Придется, видимо, еще тут пилить. Где-то тут еще один распил делать. Как раз еще 2 бревна таких хороших будет. Вот, а ту спилить, конечно, можно, но она упадет туда вот под уклон. Да, упадет. И все. Тоже он. Только что видел аисты. А может быть и не аист. Ну, короче, какую-то огромную птицу такую пролетела. Тут уток видели. Черно-белые, причем утки интересные. С утятами. И вообще удивительно ровная поверхность озера. Вот так вот.
А какие цветы интересные. Поют птицы. Ну, надо идти следить за картошкой. Нет, точнее за капустой. Картошка еще не заряжена. Она минут за 20 до готовности будет. Судя по звуку, мне кажется, что кипит. Сейчас посмотрим, что там внутри. Для этого у нас есть такое вот приспособление. Крючки проволочные. Да. Кипит и надо поднять. Сейчас подрегулируем. И вот, значит, будет она кипеть так полчаса. Ну что ж, подождем. Вечер 16 июня 2025 года. 7 час. Весь день сегодня занимались рыбной ловлей. Так ничего не поймали. Ну, что только не делали. И вершу ставили. И вот сейчас жерлицу поставили, потому что вершу попалась. Ну, на самом деле маленькая рыбка, типа живца. Там вот поставили бутылку с живцом. Люди тоже какие-то ловят, но ни у кого ничего не клюет. Видимо, погода, что ли, не та. Или еще что-то. Не знаю. Но пока вот, может, 5 дней тут ничего. Ни малейших намеков на рыбу. По прогнозу будут дожди. И поэтому мы сделали такую вот импровизированную крышу из жести. Ту, 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 ту. Эхо. Ту, 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 ту. Вот здесь такой небольшой беспорядок на столе. Ну ничего, походные условия. Костер. Сейчас пойдем отпиливать еще одно бревно поменьше диаметром. Радио слушали. Ели суп сегодня из капусты. Щи. Вот как это выглядит. Такой навесик уютненький. Это вот крыша от сгоревшего домика, в котором, собственно, и была печь. Вот. А еще какая случилась вещь. Я сделал снасточку для жерлицы. И установил все, живца туда прикрепил. Потом решил немножко намотать на бутылку лески. Стал тянуть, живец зацепился за растительность водную. И на тебе разорвался титановый поводок. Не что-нибудь, а оторвался именно титановый поводок, который рассчитан, по-моему, на 4 килограмма был. Но там явно не было такого усилия. Потерялся крючок хороший, овнеровский STX. Сам живец ни за что, ни про что погиб. Без толку. Да такой еще прыткий. Хороший такой живец, крупненький. Вот какие бывают поводки. Ну, еще вот мы постирали одежду.
разнообразную. Сначала в пакетах с моющим средством, ну а потом, что уж греха таить, полоскал в селигере. Нарушил экологию. Ну так, не сильно. Вот. Пойдем сейчас пилить. И потом будем кашу готовить. Рис, наверное. Трехразовое питание. Завтракаем. Пока что у нас еще яйца есть. Яйца едим. По 2 яйца. Потом в обед суп. Ну а на ужин вот каша будет. Быстро проходит время. Быстро. Лодку я подготовил к ночевке. Подсдул немного. Ну, кстати, тут надо натянуть, а то он выглядывает палатка. Может мокнуть. Вот займемся перед сном. Здорово. Вот готовится рис на костре. Сегодня, возможно, будем делать какао. Отсюда видно бутылку, но такое у меня подозрение, что живец там уже не живец. Хотя кто его знает. Да, рис уже пора снимать. Ну вот, вечереет. Точнее, приближается ночь. 16 число, июнь. Такое небо.
Много комаров. Ну вот костер. Догорает бревно. Пенек еще от прежнего бревна. Там еще два таких пациентов катана боя. То говорят, зачем катана бой, мы маленькую пилку возьмем. Ну и что, вот такой вот маленькой пилкой можно распилить? Нет. Это либо бензопила, либо катана бой. Ну, может быть, рамная пила лучковая, там, с большой длиной лезвия, там, 75-90. Может быть, ей можно, ну, то очень непросто. Зато горит. Вот эту штуку я пилил, ну, с передышками, с отдыхом, со всякими там процедурами по переворачиванию бревна. Около получаса. Второй день горит. Вон в лесу маленькой пилой напилил 5 вот таких вот из сосны сухой. Одну вот сюда принес, может даже сегодня она не будет использоваться, скорее всего. Вот общий видок. Квакают лягушки, там такое величественное небо. Можно туда выйти на простор. В июне здесь не темнеет до конца. Вот так вот. Вот это вот берег. Вот это вот мыс. Другой тоже остров, где мы находимся. А там вот озеро. Ну, в той стороне уже небо вот такое. Такого вот цвета безумного. Ну а тут феерия. Видно, что непогода приближается. Завтра дожди. Что поделаешь. Будем пережидать непогоду. Главное, ветра не было сильного. Можно поездить, половить что-нибудь. И лягушки надрываются. Лягухи. А в деревне тарахтит что-то типа трактора, а может это какой-нибудь генератор. Неприятный звук. Напоминает о городе, о всяких таких вещах. А тут вот так.